Всем привет, дорогие друзья! Я уверена, что многие из вас интересуются русской историей, но мало кто знает, что раньше в России русский язык был практически забыт и замещен французским языком, потому что многие русские аристократы стали говорить на французском языке. Как же так получилось? Об этом я и расскажу в своем новом видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Как французский язык стал языком русской аристократии? Ну, во-первых, в 19 веке, когда это и, собственно, и случилось, мода, культура, искусство, над всем этим господствовала Франция. Франция была законодателем моды. И поэтому к началу 19 века у каждого российского дворянина более 70% книг было на французском языке. Остальные 30% книг были на английском, на немецком языке. Среди изданий в Петербурге и Москве в 1801 по 1812 года 50% книг имели французские оригиналы. И что уж там скрывать, самые первые пробы пера Александра Сергеевича Пушкина были написаны на, сами понимаете, каком языке, на французском языке. Второе. Французский был способом изысканного общения. Если посмотреть на современный русский язык, то 3/4 слов, которые имеют отношение к роскоши, имеют французское происхождение. И что самое интересное, французы в те времена были учителями у дворянских детей. Как же так получилось? Великая французская революция привела к тому, что в 1789 по 99 года число французских беглецов в России составило 15 тысяч человек. С учетом того, что общее число русских дворян на тот момент составляло 100 тысяч человек. То есть, представляете, приехало 15 тысяч французов, уже имевшимся 100 тысячам русских дворян. Ну и, конечно же, петербургский свет встретил французов с распростертыми объятиями. Дворянские семьи начали нанимать французов как очень образованных, интеллигентных людей, нанимать их на работу, чтобы они учили их детей, дворянских детей. И бывало часто такое, что дети, которые учились у этих французов, могли не знать совершенно русского языка, но прекрасно знать французский язык. Все потому, что учителем их был вот этот самый француз. Итак, друзья, вот такая вот интересная страница есть в русской истории. Надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. И учите русский язык вместе с Easy Russian.